Это линкор «Миссури». 2 сентября 1945 года он стоял на якоре в Токийском заливе. Именно на этом месте представители Японской империи, а затем стран-союзников по антияпонской коалиции поставили свои подписи под документами о безоговорочной капитуляции Японии. These proceedings are closed. Сам факт того, что это произошло на борту «Миссури», внес имя корабля в историю. Но он также вошел в историю благодаря своему послужному списку. С начала 20-х и до конца 30-х годов 20 века в Соединенных Штатах Америки не заложили ни одного нового линейного корабля. Согласно Вашингтонскому соглашению об ограничении морских вооружений 1922 года, среди великих держав были объявлены линкорные каникулы. Главную ударную силу ВМС США в этот период составляли так называемые стандартные линкоры, вошедшие в строй за годы Первой мировой войны и сразу после нее. В 1930-е годы у нас были линкоры, оставшиеся с Первой мировой войны. Командование ВМС США рассматривало их как основу флота. Предполагалось, что исход войны решится в большом морском бою наподобие Ютландского сражения в Первую мировую. Поэтому линкоры считались основой флота. После того, как Япония в 1936 году вышла из всех договоров об ограничении морских вооружений, каникулы закончились. Стандартным линкорам требовалась поддержка соответствующих быстроходных капитальных кораблей, чтобы успешно противостоять модернизированным японским линейным крейсерам. Когда в преддверии Второй мировой войны мы проводили учения, вероятным противником на них рассматривались японцы, в частности, их линкоры типа «Конго». Да, их воспринимали как будущую угрозу. В Тихом океане это были военно-морские силы Японии. В 1930-е годы США действительно располагали разведданными о строящихся в Японии кораблях. Некоторые из этих данных были хорошими, некоторые, как мы узнали позже, совсем никудышными. Эти сведения учитывались при проектировании линкоров типа «Северная Каролина» и «Южная Дакота», предшественников «Айовы». В конце 1937-го, начале 1938 года разведка стала докладывать о значительном превосходстве США над Японией по обычным линкорам. А значит, американцы могли наконец перейти к реализации своей давней цели — разработки быстроходного линкора. В июне 1938 года тактико-техническое задание на проектирование такого корабля с новым, специально разработанным орудием главного калибра было утверждено, а уже через год последовал заказ на постройку первых двух кораблей. Следом за ними в 1940 году была заказана и вторая пара линкоров — «Миссури» и «Висконсин». Основные тактико-технические характеристики линкора «Миссури». Полное водоизмещение — 57 540 тонн. Длина — 270,5 метров. Ширина — 33 метра. Осадка — 11 метров. Вооружение. Главный калибр — 9 орудий Марк-7 в 3 трехорудийных башнях. Калибр — 406 мм. Универсальная артиллерия. 20 орудий Марк-12 в 10 спаренных башенных установках Марк-28. Калибр — 127 мм. Зенитная артиллерия. 20 счетверенных установок «Бофорс» с орудиями Марк-1, калибр 40 мм. 49 автоматов «Эрликон» Марк-4. Авиационная группа. 3 гидросамолета Воут ОС-2Ю «Кингфишер». Бронирование. Главный пояс 307 мм. Башни главного калибра от 184 до 476 мм. Боевая рубка от 184 до 440 мм. Главная броневая палуба от 153 до 179 мм. Главная энергетическая установка. 4 турбозубчатых агрегата, включавших в себя 8 турбин фирмы General Electric. 8 паровых котлов фирмы Babcock & Wilcox. Мощность 212 тысяч лошадиных сил. Максимальная скорость хода около 33 узлов. Дальность плавания около 20 тысяч миль при скорости 15 узлов.
концу Второй мировой войны США являлись бесспорным лидером в области военно-морского радиоэлектронного вооружения, и поэтому радиолокационные средства линкоров типа «Айова» были лучшими в мире. Миссури оснастили самыми современными РЛС обнаружения надводных и воздушных целей. Значительное число радаров входило в состав систем управления артиллерийским огнем всех калибров. Японцы уступали нам по части РЛС, но лучше действовали в темное время суток. Если наше РЛС управление огнем выходило из строя, японский корабль получал преимущество. Потребовалось некоторое время, чтобы решить эту проблему. И в конце концов, она была решена. У японцев была отличная оптика, их ночная оптика была лучшей в мире. Но никакая оптика не спасет против дымовой завесы. Наши ребята неоднократно выставляли дымы и могли вести бой благодаря РЛС управления огнем. А японцам приходилось либо стрелять наобум, либо идти на сближение сквозь дымовую завесу. Таким образом, мы лишили их этого преимущества. Фактически параллельно с «Айовой» разрабатывался проект «Монтана», который должен был прийти на смену стандартным линкорам. За основу «Монтаны» были взяты линейные корабли типа «Саут-Дакота», но в итоге был утвержден и заказан вариант линкора водоизмещением более 70 тысяч тонн. «Монтана» имела на треть более мощное артиллерийское вооружение, чем у линкоров типа «Айова». Не 9, а 12 орудий главного калибра. За это пришлось заплатить меньшей скоростью — 27 узлов. Заказ на строительство линкоров типа «Монтана» был выдан в мае 1942 года, но уже в 1943 году его отменили. Таким образом, линейные корабли типа «Айова» стали последними линкорами американского флота. Строительство линкоров типа «Айова» — непростая задача, но она была по силам американским судостроителям. На весь процесс постройки корабля, от закладки до введения в строй, обычно уходит около 2,5 лет. И вот в начале 1945 года линкор «Миссури», последний из линкоров типа «Айова», вышел в Тихий океан. После сражения у атолла Мидуэй, где американцы одержали первую победу и японцы перешли к оборонительным действиям, баланс сил быстро качнулся в сторону Штатов. К 1943 году Америка смогла восполнить понесенные потери и наладить военное производство. Положение японцев на море становилось все более отчаянным, и они пошли на крайние меры. В 1945 году японцы стали широко применять летчиков-камикадзе для нанесения ударов по крупным кораблям ВМС США, авианосцам и линкорам. Чтобы остановить противника, летящего прямо в твой корабль, нужно обеспечить максимальную огневую мощь. В результате «Миссури» принимал активное участие в отражении таких ударов и сам также пострадал от камикадзе. 11 апреля один из камикадзе врезался в правый борт «Миссури» и, срикошетив, рухнул в воду. Повреждения корабля оказались небольшими. 5 дней спустя «Миссури» атаковал еще один камикадзе, но был подбит зенитной артиллерией и рухнул непосредственно за кормой линкора. Оторванное крыло самолета угодило в палубный кран и временно вывело его из строя. Из экипажа корабля в ходе обеих атак никто не пострадал. Количество самолетов «Камикадзе» тогда достигло критического значения. Японцы сражались отчаянно. Они потопили свыше 30 наших кораблей. Пара сотен получили повреждения. Около 10 тысяч моряков и морпехов на борту кораблей были убиты или получили ранения. Для американских военных это стало полнейшей неожиданностью. Первой реакцией был шок. Ты стреляешь по самолетам, а те продолжают лететь на тебя. Новая тактика неприятеля требовала оперативного противодействия. Были увеличены группы воздушного прикрытия авианосцев. Каждый из этих кораблей получил по 4-5 истребительных эскадрилей вместо 1-2. Усилили также и ПВО линкоров. На «Миссури» добавили 8 спаренных 20-миллиметровых эрликонов.
Стали приниматься меры по усилению ПВО кораблей. Палубы были буквально усеяны зенитками. Корабли оказались переполнены людьми, орудиями, боеприпасами к ним. Моряки на кораблях были как сельди в бочке. До их жилищных условий больше никому не было дела. Ведь чем больше зениток, тем выше шанс выжить. Поэтому главное было воткнуть как можно больше 20-40 миллиметровых пушек. Проблема заключалась в том, что нужно было буквально разбить такой самолет на части, чтобы он не попал в корабль. Поэтому вскоре выяснилось, что небольшие 20-миллиметровые зенитки неэффективны. На корабли стали устанавливать больше 40-миллиметровых и 127-миллиметровых пушек. Таким образом, при приближении камикадзе все небо было в огне. Стреляли из любых орудий, которые могли навестись на самолет. И стреляли до тех пор, пока самолет не разорвется на части и упадет в море. Миссури оперировал в водах у Окинавы до 5 мая. За это время он участвовал в отражении 12-дневных и 4 ночных авианалетов. Его зенитчики лично уничтожили 5 вражеских самолетов и еще 6 совместно с другими кораблями. А потом был день 2 сентября 1945 года. Подписание безоговорочной капитуляции Японии на борту именно Миссури. Война на Тихом океане закончилась. Американские линкоры типа «Айова» считались верхом инженерной мысли с точки зрения сочетания брони и огневой мощи. А создав «Миссури», конструкторы поставили жирный восклицательный знак в этой серии. После войны корабли подверглись ряду существенных модернизаций. По окончании Второй мировой в составе ВМС США было более 2 десятков линкоров. В первые послевоенные годы все они были выведены в резерв, многие списаны. В итоге, к концу 1940-х годов в боевом составе флота остался единственный линейный корабль, и это был «Миссури». Тому были веские причины. Линкор «Миссури» стал исключением прежде всего потому, что президент США Гарри Трумэн был из штата Миссури, а его дочь крестила этот корабль при спуске на воду в 1944 году. Трумэн как бы дал понять, что пока он главнокомандующий и президент США, линкор «Миссури» будет оставаться в строю. Во время войны в Корее 1950-1953 годов линкор «Миссури» совершил 2 многомесячных боевых похода к берегам полуострова, поддерживая своей артиллерией боевые действия американских войск. В районе Инчхона Миссури провел весь свой первый боевой поход, обстреливая линии снабжения, поезда, артиллерийские позиции и войска противника, любые цели, которые были не по зубам нашей пехоте. Вследствие географического положения многие объекты на Корейском полуострове находились у побережья. Орудия корабля могли с высокой точностью поражать цели на дальности 23 морских миль или 43 километров. Поэтому, подойдя к побережью, он мог достать достаточно далеко. Миссури уничтожил несчетное количество целей. Всего было сделано около 2000 выстрелов из орудий главного калибра и десятки тысяч из 127-миллиметровых пушек. В июле 1953 года стороны подписали перемирие. Миссури вернулся на родину и снова занялся боевой подготовкой. В феврале 1955 года «Миссури» был выведен в резерв. Но огромные корабли с внушающими уважение пушками отлично подходили для демонстрации величия Соединенных Штатов в мире. Поэтому через 35 лет, весной 1980 года, Конгрессом США было одобрено предложение о расконсервации и перевооружении всех 4 линкоров типа «Айова». 10 мая 1986 года линкор «Миссури» снова вошел в строй. Тут стоит отметить 2 вещи. Наш новый президент Рональд Рейган активно выступал за усиление вооруженных сил. Шла холодная война. Думаю, таким образом он хотел ее закончить. В ответ на развитие флота и вооруженных сил Советского Союза он решил вернуть в строй линкоры типа «Айова».
Хотя содержать эти линкоры безумно дорого и необходимости в них большой не было, руководство все равно приняло решение вернуть их в состав флота. Вот главная причина, почему эти корабли вернули к жизни спустя 3 десятилетия. Лебединой песней для Миссури стало участие в войне против Ирака в ходе операции «Буря в пустыне» в начале 1991 года. Впервые за последние без малого 40 лет пушки корабля открыли огонь по реальной цели — хорошо защищенному иракскому бункеру. Таким образом, линкоры поучаствовали в первом ракетном ударе, затем отошли севернее, подошли к берегу и приступили к артобстрелу. Это последний случай в истории, когда эти орудия стреляли по противнику. Миссури выпустил около 800 снарядов калибра 406 мм. Висконсин сделал около 300-400 выстрелов из орудий ГК. Это была последняя военная операция в истории Миссури. В январе 1995 года линкор был официально исключен из состава ВМС. Когда было решено сделать музей на борту корабля, многие американские штаты хотели бы заполучить к себе линкор Победы. И все же выбор пал на Пёрл-Харбор, где Миссури и открылся как корабль-музей в конце января 1999 года. Миссури символизирует окончание Второй мировой войны. На нем был подписан акт о капитуляции Японии. Для США война началась с Пёрл-Харбора. В тот день был потоплен линкор «Аризона». Лучше места, чем за кормой Аризоны, для Миссури было не сыскать. Специально для этого соорудили пирс. Место было идеальное. Орудия Миссури направили так, чтобы они смотрели поверх Аризоны, внутри которой по-прежнему покоятся 3/4 экипажа. Так мы символически обозначаем, что война началась с Аризоны и закончилась на Миссури.